Разбери все версии. Вообще все? Ты единой! В далеком 2005 году вышла многими любимая Need for Speed Most Wanted. Игра произвела фурор, ведь ночные гонки уже начали многим надоедать, а Most Wanted стал свежим глотком воздуха. Да мало того, еще и копов вернули. И не просто вернули, половина геймплея была завязана именно на полицейских. Сюжетная составляющая вела нас в Рокпорт, где главный герой лишался своего крутого автомобиля, и именно желание вернуть самую крутую тачку, которая была единственной в городе, было как триггер к прохождению. На момент 2009 года было продано более 16 миллионов копий игры, куча фанатов, хвалебные отзывы, и все это привело к успеху. Игра стала культовой, настолько культовой, что ярые фанаты не видят в ней минусов и обливают грязью всех тех, кому нравятся более поздние части серии. Но это уже все совсем другая история. Сегодня в выпуске всех версий мы разберем все версии Need for Speed Most Wanted 5 года. Хочу заранее сказать, что на русском ютубе есть два автора, которые разобрали графическую составляющую этих игр, и я советую вам их посмотреть перед этим роликом. Первый автор — это Дима Лаймфо, который выпустил вот этот ролик, а уже Дима OnePoint выпустил целую серию роликов по разбору графики основной версии игры. Ссылки я оставляю в описании. А пока бери печеньки и чаек, и мы начинаем. Что ж, это уже у нас традиция начинать с Java. Я уже как-то рассказывал о данном порте, но сегодня у нас не только он. Но об этом всем мы поговорим чуть позже. Firemind, нынешние FireMonkeys, которые ответственны за No Limits на Android, в 2005 году разработали данную версию Most Wanted. Издателем же выступила Electronic Arts Mobile. Существует три версии этой игры. Первая — это самая, которая существует в интернете. Ее называют демкой с Motorola. Второй версией называют полную версию. Точно неизвестно, что в ней есть, но точно должен был быть Dodge Viper, а также некоторые другие автомобили. Вероятно, это должны были быть RX-7 и Lexus AS300. Ну и третья версия, откуда взялась она, никто не знает, но похожа на улучшенную первую. И давайте посмотрим именно на нее. В игре 6 автомобилей: BMW M3, Mazda RX-8, Mitsubishi Lancer, Toyota Supra, Corvette, Mitsubishi Eclipse. В полной же сверху Dodge Viper, RX-7 и Lexus AS300. Также в данном порту 36 гонок, по сюжету 5 боссов, локаций немного, всего 2, город и пляж. Свободно на них покататься нельзя, хотя если вы знаете баг в испытании чекпоинт, то все-таки можно. Машину можно прокачать как внешне, так и внутренним. Из стайлинга доступна окраска, винилы, спойлеры и бампера по 8 каждый и диски в количестве 7 штук. Из внутреннего тюнинга нам доступна прокачка двигателя, турбонаддува, нитро, трансмиссии шин, тормозов и эксклюзивная прокачка топливной системы. Каждую деталь можно было прокачать 3 раза. По сюжету мы откатываем несколько гонок, вскоре на одной из них авто ломается в гонке с Рейзером против его Эклипса. Да-да, канон тут убит. Вскоре нас встречает Мия и начинает спрашивать, кто мы такие, откуда взялись. Узнав от нас эту информацию, наша новоиспеченная подруга берется за помощь герою. Копы здесь агрессивные, но от них можно уйти 2 способами: подобрав полицейский жетон или просто сбить их с дороги. Кросса тут нет, к сожалению. Основная валюта в игре — это доллары, за которые мы покупаем улучшения, а также тут есть репутация, которая нужна для прохождения боссов. Также в игре есть режим быстрой гонки, где мы можем погонять по 3 трассам с рандомно затюнингованной тачкой. Музыка в игре — это мид-версия оригинальных песен из основной игры. 5 треков переделаны. Также интересным фактом является то, что игра могла создавать и сохранять 3 профиля игры. Это определенно круто. Как Java игра, данная версия неплохая, поиграть довольно интересно. Это определенно одна из лучших Need for Speed на Java. Brew-версия намного интереснее. Во-первых, ее полную версию так и не слили, а геймплейный ролик оффлайн билда есть только на одном канале. Ну и трейлер, понятное дело, в сеть слили. Игра была разработана и Ideaworks 3D, которые делали второй андеграунд для того же Brew. Для начала взгляните на этот геймплей. Эта версия была извлечена из BenQ Siemens EF91, в которой эта игра встроена. Что ж, давайте разберем эту версию, хотя бы имея скрины и трейлер. У нас было по крайней мере 6 или 7 автомобилей. Сказать, что было наверняка нельзя, но отличительная ее черта — это возможность поставить неон. Такая фича, вероятно, перекочевала из прошлой игры студии. Про карту речи и не идет, она здесь совершенно другая, как и опять-таки в прошлой игре. Но в прошлой игре был открытый мир, а тут неизвестно, был ли он или нет.
Интро-ролик при входе в игру тот же, что и на ПК, он сразу кидает в сюжет, а точнее в испытание Мии. Окраска копов, так как и трафик, совершенно другие и не имеют ничего общего со старшей версией. Кстати, для многих на заметку, Underground на Java не выходил. Есть Underground на Brew, но не более. Остальное это кривые моды, которые многие по ошибке воспринимают за настоящую Java-версию. Game Boy Advance был распространен в мире, да и в СНГ он тоже был очень популярен, и на нее также выходили части серии Need for Speed, в том числе и Most Wanted. Здесь также есть полиция, но не то чтобы агрессивная или интересная, так чисто для галочки. Уровни разыскиваемости отсутствуют вовсе, тут звездочки как в какой-нибудь GTA. Если вы умудрялись попасть в заграждение, то гонка оканчивается. Черный список остался, но боссы здесь свои. И как обычно, при сборе мелких версий кто-то ворует какие-то части из других версий. Тут взяли трафик из PSP версии, да и физику тоже. Сюжет вроде был, а вроде и нет. Тюнинг тоже был так себе, копия из предыдущих игр серии. Да даже своих трасс в игре не было, их взяли из оригинального второго андеграунда. Как игра на Game Boy это неплохая штучка, как игра сейчас я бы не сказал. Можете попробовать, скачать эмулятор на телефон и поиграть, но явно не более. Проходить или нет зависит от вас, а мы идем далее. Довольно забавно, что самая продаваемая и самая популярная часть франшизы ведет под своим крылом самую низкооцененную игру серии. Да, ребятам, пришло время для ужасной версии Need for Speed Most Wanted, а именно версии для Nintendo DS. Честно скажу, в нее больно играть. О прохождении я даже не заикаюсь. Но давайте для начала абстрагируемся от минусов и поговорим о малоизвестных плюсах. Игра почти идентична версии для Game Boy Advance, то есть музыка здесь действительно неплоха. В начале игры нам показывают реальные кадры BMW из Most Wanted. Есть возможность выбрать свой собственный логотип, поменять ему цвет, а также нарисовать свой собственный винил. Автопарк тоже ничего, 15 автомобилей, есть как внутренний, так и внешний тюнинг, и он такой же, как на PlayStation Portable и Game Boy Advance версиях. Список трасс, трафик и копы полностью перешли из Most Wanted на PSP, а также боссы взяты из Game Boy Advance версии. Как вы могли знать, боссы в этих версиях иные и катаются на других тачках, но смысла от этого ноль. Режимов тоже не очень много, выбывание, круг на время, проверка скорости, есть еще погони, но они доступны только в карьере. Ну и самое главное разочарование данной версии заключается в ужаснейшей физике, которая просто дико неприятная. Если тебе не хочется ездить на машине в гоночной игре, то тут даже говорить не о чем. А также графика, тут просто тушите свет. Нет, реально, тушите свет, иначе мои глаза просто лопнут. По сравнению с тем же Underground 2 на DS, игра выглядит в разы хуже. Видно, что игру сделали чисто ради галочки, чтобы выпустить Most Wanted еще и на DS. Мультиплеер? Они реально пихнули сюда мультиплеер? У игры ведь были тестеры, это написано в титрах. Под чем они были, играя в это? Как раз такое допустили. Нет, ребят, это трэш. Данная игра не то что не прошла проверку временем, она ее провалила с треском. Даже для ретро-игры, даже для воспоминаний это просто ужас. Это надо выкинуть, забыть и никогда в жизни не вспоминать. Если у вас есть DS, поиграйте в другие Need for Speed, они выполнены там гораздо лучше и интересней. PlayStation Portable, многими любимая консоль. В моем детстве она была лишь у избранных, я смог ее получить только к 6 классу, и это было великолепно. Многие игры я поиграл именно там. Но версию самого разыскиваемого мне удалось заценить уже в более позднее время, лет в 16. Да-да, напиши в комментарии в стиле «А тебе разве не 12 лет?» Ладно, давайте к версии игры. Need for Speed Most Wanted 510 название игры отсылает на полицейские переговоры. Давайте начнем с физики игры. И что о ней сказать? Ну, она не очень. Машина ощущается коровой на льду. Трафик очень тупой и любит ехать прямо на игрока, и его нереально сбить. А если ты все-таки столкнешься с трафиком, то вероятно сам отлетишь в сторону. В самой игре 16 тачек, все они есть в оригинальной игре. Ну, почти все. Отличительным автомобилем является Mazda Speed 3. Сами боссы те же, только у некоторых изменено имя. К примеру, Эрл оставил имя с ранних этапов разработки, и в версии для PlayStation Portable он Пьер Дюпонт. А также некоторые боссы катаются на других автомобилях. Некоторые винилы были изменены, к примеру, у Джавелс это Audi с винилом Вебстера, а у самого Вебстера Гаярда с каким-то своим винилом. Очень все запутано. Сюжета тут нет, только боссы и их описание. Хотя на загрузочных экранах есть Mia и Razer. Этакий обман от разработчиков. О никакой свободной езде тут даже думать не приходилось. Чисто набор гонок по закрытым трассам. Копов тоже не забыли добавить, но они здесь больше для галочки. Заграждения непробиваемые, а если в них врезаться, то тебя или твоего соперника арестуют. Сами копы неубиваемы, а уровень погони копов наполняется на протяжении одной гонки. Копы были в двух раскрасках, в черной и голубой. Также был режим, где ты мог сам играть за полицейского, где твоя награда зависит напрямую от того, скольких гонщиков ты поймал. У копов было 4 вида автомобилей. Тюнинг в игре также есть, можно прокачать характеристики, стайлинг довольно стандартный, ничего сверхъестественного тут нет. Графика осталась на том же уровне, что и Underground на PlayStation Portable. Музыка перешла полностью из основной игры, ничего нового. Подводя итог по этой версии, я хочу сказать, что лучше сыграйте в Carbon on the City, ибо он по факту является Most Wanted на PSP. А 510 это так, игра на попробовать. Рекомендовать ее к полному прохождению я бы не стал. Давайте дальше.
Ох, ностальгия. Я помню, как мелким пиздюком устанавливал пиратскую версию на свой дряхлый комп. Ту самую версию, где перевод некорректен, где было охлаждение и этапы. Итак, основная версия Need for Speed Most Wanted. ПК-версия, в отличие от консольных, отличается отсутствием режима игры на двоих. В остальном все консольные версии в геймплейном плане полностью идентичны. В графическом же плане ПК-версия лишилась кучи улучшений по сравнению с версией для Xbox 360. Подробнее, опять же, в роликах, о которых я говорил в самом начале. Ну, если так вкратце, то ПК-версия лишилась кучи эффектов, также данная версия не имела поддержки широкоформатного разрешения, и игра шла в 4:3. Лучшей версией считается Xbox 360. Куча эффектов, тени, различные объекты, освещение и многое-многое другое. Находится все это именно в этой версии. Мододелы до сих пор стараются вернуть эти эффекты на ПК. На PlayStation 2, Nintendo GameCube и Xbox все выглядит не так хорошо, как на ПК или Xbox 360, но забавно, что даже на этих консолях некоторые эффекты, такие как искры от разрушений, остаются лучше, чем на ПК. Сюжетная история банальна до нельзя, и в этом ее очарование. Есть два плохих чувака, есть хорошие, плохой чувак забирает твою крутую тачку, и ты всеми силами пытаешься ее вернуть, а по пути к цели становишься мишенью номер один для копов и героем публики для уличных гонщиков. Многое можно сказать о игре в геймплейном плане. Для некоторых это игра легенда, для некоторых игра проклятие. Многие ее любят, многие ее хейтят. А что скажу я? Я скажу, что я люблю Most Wanted 5 года. Да, не так сильно, как в детстве, но люблю. У игры явно есть проблемы. Основная из них это затянутость. Игра начинается довольно бодро, но к середине тебя начинает наскучивать выполнение однообразных заданий, а копы под середину игру бесят. Все из-за того, что ты либо катаешься с ними очень медленно, чтобы не потерять единственного копа первого уровня. Давай! Я верю в тебя, парень! Ты сможешь! Да! Да! Ты смог! Либо тебя долбит как портовую даму сразу весь полицейский штат, который не дает тебе ни секунды покоя на передышку. Тюнинг и стайлинг — это определенно шаг назад по сравнению с андеграундами, но с другой стороны геймплей тебе нравится, катаешься на разных авто, выигрываешь боссов с уникальными винилами. Все это под бодрый саундтрек. Игра явно хорошая, но лучше я для себя ее не назову. В топе Need for Speed'ов, по моему мнению, я поставлю ее на второе место. Эта игра подарила мне детство, это моя первая видеоигра. Она научила меня любить гоночные игры, автомобили и автокультуру в целом. А что думаешь ты? Расскажи свое мнение о игре, о видеороликах и о версиях в целом. Я надеюсь, тебе было не скучно слушать все это. Если это так, то поставь лайк и подпишись на канал. Кстати, спонсоры канала могут запросить доступ к ролику за сутки до выхода. А на этом все, дорогие друзья. Всем удачи и пока!